2000 лет в раскаленной пустыне, 46 тысяч лет в глыбе льда, 250 миллионов лет внутри кристалла соли. Это не реквизит для научной фантастики. Это организмы, которые взломали биологическое время. Они не должны существовать, но они живы. Иудейская пустыня. Каменная плата древней крепости Масада, возвышающаяся над мертвыми ущельями. 2000 лет назад здесь пали последние защитники неприступной цитадели. Под прямыми лучами солнца, где голый камень нагревается до 60 градусов, любая биологическая жизнь обязана исчезнуть. Но в 60-х годах 20 века археологи раскопали под обломками дворца Ирода глиняный кувшин. Внутри лежали сухие, сморщенные косточки вымершей иудейской финиковой пальмы. Они пролежали в этой естественной каменной печи 20 долгих веков. По всем законам современной биологии это был просто мертвый органический мусор. Период полураспада связи внутри молекулы ДНК составляет около 521 года. Это значит, что за 2000 лет генетический код должен был гарантированно превратиться в нечитаемую кашу. Без криокамер, без учебников природа просто стирает сложные данные под воздействием тепла и радиации. В 2005 году исследовательница Элейн Солоуэй решила провести заведомо провальный эксперимент. Она посадила одно из семян, получившее имя библейского долгожителя Мафусаил, в питательный грунт. Никто не верил в успех. Есть догадка, что ученые просто хотели поставить символическую точку в закрытии раскопок. Но спустя 6 томительных недель земля в горшке треснула. Из 2000-летнего праха, прожаренного солнцем пустыни, показался бледно-зеленый росток. Мафусаил ожил. Древнейшее в мире семя проросло, повергнув мировую науку в абсолютный шок. Как семя выдержало термическое разрушение, которое обязано было разорвать его хромосомы на части? Ответ крылся в эндосперме, специальной питательной ткани, окружающей беззащитный зародыш пальмы. Ученые обнаружили там аномально высокую концентрацию ферментов репарации, молекулярных ремонтников. Вместо того, чтобы впасть в мертвую спячку, клетка в состоянии покоя медленно латала сама себя. Каждый раз, когда жара разрушала цепь ДНК, эти молекулярные машины сшивали ее обратно, сохраняя чертеж жизни. 2000 лет непрерывного ремонта в полной темноте глиняного кувшина без единой капли воды. Это была первая огромная трещина в нашей уверенности о жесткой конечности биологического времени. Если сухая ткань способна обмануть тепловой распад, что может скрываться в совершенно других, холодных условиях? Может ли экстремальный мороз остановить биологические часы еще эффективнее, чем спасительный эндосперм? Напишите свое мнение в комментариях. Является ли смерть неизбежным правилом, или это просто системная ошибка кода? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется навсегда покинуть раскаленные пески Ближнего Востока. Мы отправляемся туда, где время буквально вмерзло в землю десятки тысяч лет назад. В условия, которые не просто сохраняют остатки жизни, а замораживают саму ее суть. Туда, где острые ледяные кристаллы парадоксальным образом становятся не убийцами клеток, а их спасителями. В бескрайнюю и беспощадную сибирскую вечную мерзлоту. Река Алазея, северо-восток Сибири. Место, где зима длится вечность. Здесь, в лаборатории под открытым небом, российские ученые извлекли керн льда. Радиоуглеродный анализ показал, этому куску мерзлой земли 24 тысячи лет. Эпоха плейстоцена. Время, когда по этим равнинам бродили шерстистые мамонты. В обычных условиях заморозка – это гарантированная смерть для любого сложного организма. Вода внутри клеток превращается в кристаллы льда. Эти кристаллы работают как миллионы микроскопических лезвий. Они пронзают мембраны, разрывают органы и уничтожают ДНК. Но когда ученые в лаборатории медленно разморозили фрагмент сибирского керна, под микроскопом началось движение. Это было не одиночное семя и не примитивная бактерия. Это было многоклеточное животное с нервной системой и пищеварительным трактом.
Бдилоидная коловратка. Микроскопический червь, выживший спустя 24 тысячелетия. Как она обошла закон смертельных ледяных лезвий? Коловратка использовала механизм криптобиоза, глубокой заморозки без образования льда. Почувствовав приближение холода, она начала выкачивать из себя воду. Вместо воды ее клетки заполнились криопротекторами, особыми сахарами и белками. Эти вещества меняют саму физику замерзания. Происходит витрификация. Жидкость внутри животного не кристаллизуется. Она переходит в состояние стекла. 24 тысячи лет назад это существо добровольно превратило себя в стеклянную статуэтку. Без криокамер, без учебников физики эволюция создала идеальный антифриз. В таком состоянии метаболизм останавливается полностью. Для коловратки время просто перестало течь. Над ее головой рождались и умирали ледники, вымерли мамонты, люди построили пирамиды. А она просто ждала, когда стеклянный щит снова станет водой. Это бросает науке новый вызов. Одно дело защитить ДНК от жары в сухом кувшине, полагаясь на непрерывный ремонт. Совсем другое — выключить систему целиком на 24 тысячи лет. Но что если мы заглянем еще глубже в ледяную бездну? Там, где время исчисляется уже 30 тысячелетиями, где скрывается угроза, перед которой бессильно даже стекло. Природная радиация Земли, которая за 30 тысяч лет должна была превратить любую ДНК в пепел. Нас ждет встреча с гигантом из сибирских льдов, который нашел свой ответ на радиационный распад. 30 тысяч лет в сибирской мерзлоте. Остановка метаболизма защищает от голода, но открывает дверь новому, невидимому убийце. Земля постоянно излучает радиацию. За 30 тысячелетий этот слабый фон накапливается в смертельную дозу. Излучение работает как молекулярный снайпер, методично расстреливая замороженную ДНК. В 2014 году французские исследователи разморозили образец чукотского льда. Они искали обычные древние бактерии, но наткнулись на нечто, не поддающееся классификации. Это был вирус, но его размеры превышали все известные науке нормы в десятки раз. Питавирус сиберикум – древний левиафан микромира, спавший со времен неандертальцев. Чтобы проверить его жизнеспособность, ученые подсадили в оттаившую воду современных живых амеб. То, что произошло дальше, заставило биологов содрогнуться. 30-тысячелетний вирус проснулся, проник в амебу и заставил ее производить свои копии. Инфекционный агент пережил 30 тысячелетий бомбардировки радиации и сохранил смертоносный чертеж атаки. Как? Как его генетический код не превратился в радиоактивную труху под слоем мерзлоты? Секрет крылся в невероятной форме питавируса, напоминающей древнегреческую амфору. Его внешняя оболочка состояла из аномально толстого слоя переплетенных белков. Без свинцовых бункеров, без учебников физики, микроорганизм построил собственный радиационный саркофаг. Этот белковый панцирь физически блокировал значительную часть фонового излучения мерзлой Земли. А внутри амфоры находилось гигантское для вируса пустое пространство, где ДНК была свернута в тугой клубок. Плотная упаковка генома минимизировала площадь поражения, пряча мишень от случайных остаточных лучей. Вирус пожертвовал компактностью, став гигантом, чтобы выстроить вокруг своего кода непробиваемую крепость. 30 тысяч лет он лежал во льду, пока радиация безуспешно билась о его толстые белковые стены. Это открытие пугает. Если патогены прошлого бронированы от времени, какие еще инфекции ждут оттепели? Но вирус — это паразит. Он не может жить и расти сам по себе. Ему обязательно нужен живой хозяин. А что, если жестокой заморозке подвергнется не примитивный вирус, а сложный многоклеточный организм? Настоящее высшее растение, способное пускать корни, цвести и давать новые семена. Можно ли воскресить ткань, которая пробыла в мерзлоте дольше, чем существует вся человеческая цивилизация? Мы спускаемся еще глубже, в геологические слои, чей возраст гарантированно превышает 32 тысячи лет. На Колыме
На глубине 38 метров ученые нашли древнюю нору суслика ледникового периода. Это был тайник, ставший идеальной природной криокапсулой для семени смолевки узколистной. Ткань была жестоко повреждена временем, но парадоксальным образом сохранила способность к невероятному. Если Мафусаил выжил в жаре, а коловратка стала стеклом, то смолевка сломала саму концепцию необратимой смерти. Напишите свое мнение в комментариях. Как далеко мы можем зайти, вмешиваясь в естественные циклы вымерших видов? Ведь в случае со смолевкой ученым пришлось стать настоящими молекулярными архитекторами и буквально по клеткам собрать живое дышащее растение из микроскопических осколков мертвого прошлого. Чукотка. 32 тысячелетия в ледяной бездне. Выйти за пределы вирусов и коловраток. Воскресить настоящее высшее растение. Ученые из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН совершили невозможное. Их путь лежал в древнюю замерзшую нору колымского суслика ледникового периода. Это была природная криокапсула, надежно спрятанная от климатических штормов 32 тысяч лет. Ключевой фактор – абсолютное отсутствие циклов разморозки и повторного замерзания. Среди замерзшей травы ученые обнаружили десятки семян смолевки узколистной. Внешне они выглядели как неживой биологический мусор, побитый временем. За 32 тысячи лет ДНК гарантированно должна была превратиться в бесполезную кашу. Попытки прорастить семена по стандартной методике дали предсказуемый результат – ничего. Без инструментов, без учебников биология приговорила смолевку к вечному небытию. Но исследователи решили не искать жизнь там, где ее уже не было. Словно молекулярные археологи, они начали искать уцелевшие жизнеспособные клетки. К их изумлению, внутри в плацентарной ткани семени сохранились живые клетки. Не семя, клетка. Это означало, что смолевку придется не выращивать, а клонировать. Они извлекли эти драгоценные крупицы жизни и поместили их в питательный гель. Ученым пришлось стать настоящими молекулярными архитекторами, буквально по частям собирая будущее растения. И в лаборатории произошло чудо. Древние клетки, спавшие 32 тысячи лет, начали делиться. Крошечный комочек ткани рос, дифференцировался и превращался в настоящий живой организм. Спустя месяцы кропотливой работы в пробирке показался первый нежно-зеленый ледниковый лист. Ледниковая смолевка зацвела. Живой призрак плейстоцена, благоухающий в современной лаборатории. Это был смертельный удар по нашей уверенности в том, что смерть – это необратимая точка. Если сложная ткань выдержала 32 тысячелетия, то время – это всего лишь переключатель. Напишите свое мнение в комментариях. Готовы ли вы встретить воскресший плейстоцен на вашей клумбе? Смолевка доказала, глубокое замерзание может заморозить саму суть жизни, не уничтожая ее. Вечная мерзлота сохранила не только генетический чертеж, но и саму клеточную структуру. Колымский тайник стал идеальным природным криохранилищем. Ни одного перепада температур за 32 тысячи лет. Вокруг бушевали ледники, гибли мамонты, а в норе суслика царил абсолютный ледяной покой. Воскрешение смолевки – это не просто научный курьез. Это новая глава в книге жизни. Смерть оказалась всего лишь временным состоянием. Но каков предел этой ледяной амнезии? И кто следующий восстанет из ледяной бездны, преодолев еще более пугающий временной барьер? Нас ждет встреча с животным, которое превратило себя в пластик, чтобы обмануть вечность. Мы пробиваем барьер времени в 40 тысяч лет. Эпоха, когда наши предки только начинали рисовать охры в пещерах Европы. Это больше не примитивный вирус, не пассивное семя и не бактерия. Перед нами полноценное многоклеточное животное. Сложнейший организм с нервной и пищеварительной системами. Знакомьтесь, Нематода Панаграваемус калимаенсис. Новый вид, названный в честь Великой Сибирской реки.
Российские ученые извлекли его из мерзлого обрыва у берега Колымы с глубины 40 метров. Изотопный анализ растительного материала из того же слоя дал шокирующую дату. Червь заснул 46 тысяч лет назад. Метаболизм этого существа не просто замедлился, он остановился полностью. Абсолютный ноль биологической активности. Червь превратился в сухую безжизненную пылинку, зажатую в тисках тысячелетнего льда. В лаборатории применили метод медленной регидратации. Стерильная вода и температура чуть выше нуля. Спустя несколько недель в капле талой воды под окуляром микроскопа началось движение. Они поползли. 46 тысяч лет сна, и они просто проснулись и начали искать пищу. Более того, нематоды начали размножаться в лабораторных условиях, давая здоровое потомство. Но как? Как ДНК сложного животного пережила 46 тысячелетий? Ведь период полураспада связей никто не отменял. Генетический анализ раскрыл удивительный механизм защиты, скрытый в клетках этой нематоды. Эти гены отвечают за синтез колоссального количества особого сахара триголозы. В момент экстремальной заморозки или высыхания нематода заменяет всю воду в организме на этот сахар. Триголоза не кристаллизуется, как обычная вода, повреждая ткани. Она застывает, как стекло. Происходит витрификация. Стекловидный сахарный щит обволакивает клеточные мембраны, белки и саму спираль ДНК. Все молекулы оказываются намертво зафиксированными на своих местах, словно насекомые в капле янтаря. Нет воды, нет химических реакций. Химический распад просто не может произойти в этой сахарной тюрьме. Клетка превращается в единую монолитную структуру, где не движется ни одна частица. Это и есть истинный криптобиоз. Жизнь скрытая, застывшая, но не уничтоженная. Фактически червь превратил себя в кусок прочного, гибкого пластика на биологической основе. В этом состоянии он мог бы пролежать во льду еще сотни тысяч лет, не старея ни на секунду биологического времени. Есть ли предел у этого метода, который полностью отключает саму химию жизни? Радиационный фон Земли, который должен был уничтожить вирусы за 30 тысяч лет, нематоду тоже должен был убить. По одной из версий, у нематода есть еще более мощные гены репарации ДНК, чем у древних семян пальмы. Как только червь просыпается, его клетки мгновенно сшивают все поврежденные радиацией участки генетического кода. Это открытие бросает вызов всей нашей современной биологии и геронтологии. Напишите ваше мнение в комментариях. Сможет ли человечество когда-нибудь применить этот сахарный щит для заморозки людей? Сибирь раскрыла нам тайны выживания в условиях вечного льда. Но мы отправляемся туда, где барьер времени измеряется не тысячами, а миллионами лет. На дно Мирового океана. В условия абсолютной темноты и вечного смертельного голода, где жизнь научилась выживать в условиях, которые стирают грань между живым существом и камнем. Мы покидаем Сибирь. Чтобы найти следующего рекордсмена, нам нужно опуститься на дно. Туда, где царит вечная тьма, а давление воды способно раздавить атомную субмарину. Южно-Тихоокеанский круговорот. Самое безжизненное место в Мировом океане. Здесь почти нет питательных веществ. Океанское дно — это пустыня из древнего ила. В 2010 году буровое судно Droides Resolution подняло оттуда керны донных отложений. Это была не просто грязь. Глубина залегания образцов соответствовала эпохе позднего мела. Время, когда по Земле еще бродили последние тираннозавры. Японские ученые под руководством Юки Марона приступили к поиску жизни в этом 100-миллионнолетнем иле. Без современных учебников найти живую клетку в такой древности казалось невозможным. Но они применили сверхчувствительный метод меченых атомов, чтобы заметить малейшие признаки метаболизма. И они нашли их. В каждом кубическом сантиметре древнего ила таились тысячи живых микробов, спустя 101,5 миллион лет. Это не были споры или защитные капсулы, это были обычные клетки в состоянии бодрствования. Но как можно выжить 100 миллионов лет в условиях абсолютного голода?
Секрет крылся в ультрамедленном метаболизме. Эти микробы освоили режим, который наука даже не могла вообразить. Их скорость обмена веществ была в 1000 раз ниже, чем у любых известных микробов с поверхности. Клетка живет так медленно, что грань между жизнью и камнем практически стирается. Одна клетка делится, возможно, раз в 1000 лет. Большая часть их скудной энергии тратится не на рост, а на непрерывный ремонт ДНК. Ученые дали этим 100-миллионнолетним старцам попробовать питательный бульон в лаборатории, и они проснулись. 101 миллион лет ожидания, и они просто начали есть и размножаться. Это меняет наше понимание самой сути времени. Для жизни это всего лишь переключатель скорости. Напишите ваше мнение в комментариях. Является ли этот голодный сон истинным бессмертием? Океанское дно доказало, жизнь способна пережить геологические эпохи, если выключить химию старения. Но даже 101 миллион лет – это не предел. Нас ждет встреча с физической невозможностью. Организмом, который старше, чем период полураспада самой молекулы ДНК. Мы отправляемся в соляные шахты пермского периода. Туда, где время вмуровано в кристаллы, старше, чем сами динозавры. Где жизнь нашла убежище, нарушающее все законы физики и химии. Капсула времени, которая бросает вызов периоду полураспада ДНК. Нас ждет абсолютный рекордсмен анабиоза на планете Земля. Бактерия Bacillus spermiens. 250 миллионов лет сна. 250 миллионов лет. Мы привыкли удивляться тысячам лет сибирского льда, но здесь барьер времени стирается в пыль. Это штат Нью-Мексико. Соляные шахты формации Салада, уходящие на глубину 700 метров. Пермский период. Тотальное вымирание 90% видов на планете. Времена задолго до первых динозавров. Именно здесь древний Пермский океан, испаряясь под палящим солнцем, запер капли своей воды внутри соляных кристаллов. В 2000 году команда Рассела Вриланда, используя хирургическую стерильность, извлекла эту воду. Из древнейшего рассола они вырастили бактерию – Bacillus spermiens. Спустя 250 миллиарда лет она просто проснулась. Древнейший организм во всей известной биологии. И именно здесь наука упирается в стену физической невозможности. Период полураспада ДНК – 521 год. При 250 миллионах лет от кода должны были остаться лишь отдельные атомы. Без сложных учебников физики эта бактерия отменила термодинамику. Ответ крылся внутри. Капля рассола внутри кристалла стала настоящей микроэкосистемой. Живые клетки Bacillus выживали на дне океана, но здесь они нашли убежище от самой энтропии. Внутри ее белкового саркофага, в полной изоляции от космоса и кислорода, время было физически остановлено. Если бактерия в соли способна преодолеть 250 миллиарда лет, то смерть – это всего лишь переключатель, который природа умеет нажимать. Проекция на нас, на людей, пугает и восхищает одновременно. Умеем ли мы нажимать этот переключатель? Мы привыкли считать время неумолимым процессом, а смерть – необратимой точкой. Но наука вынуждена признать, что для природы это всего лишь переключатель, который мы пока не научились активировать. Есть ли такой спящий режим внутри нашей собственной биологии, который мы просто еще не научились активировать? Напишите ваше мнение в комментариях. Готовы ли вы встретить бесконечность, если платой за это будет потеря самой человечности? И если мы найдем этот переключатель, захотим ли мы вернуться обратно? Ведь без технологий, без современных учебников физики, мы сами лишь сложные структуры, ждущие своего времени. Bacillus spermiens доказала, время и биология – это не линейный процесс, а застывший момент. 250 миллионов лет, замерзший мир пермского периода, микрокапсула времени. И ее живой, дышащий обитатель. Спустя 250 миллионов лет. Это была финальная фаза нашего исследования организмов, вернувшихся к жизни вопреки законам времени. Мы проделали путь от сухой жары пустыни Иудеи до океанского дна и соляных шахт пермского периода.
И каждый раз природа доказывала нам одно и то же. Мы боимся времени, а природа — нет. Для нее это лишь масштаб, в котором выживает код жизни, от Мафусаила до соляной бактерии. Один код, одна стратегия — замереть, чтобы выжить. Глава 7. Последний риторический вызов науке. Мы не победили время, мы только учимся его останавливать. А на планете Земля нас ждут еще много тайн, которые готовы переписать наши учебники биологии. И если вы готовы продолжать это путешествие по биологическим аномалиям, то до встречи в следующем исследовании.